прошлый раз мы остановились на самом интересном моменте, когда взялись за эту тему. Существуют ли параллельные реальности и что они означают? Сегодня Эми присоединяется к нашему разговору впервые. Очень приятно, добро пожаловать. Привет, Шока. Мне тоже приятно с вами познакомиться. Как нам проще всего объяснить друг другу, что такое параллельные реальности. Потому что, признаюсь, когда я впервые услышал фразу «параллельные реальности», она показалась мне невероятно сложной. И вообще, на мой взгляд, не стоит ли рассмотреть два слова «параллельные» и «реальности» по отдельности и понять, что они означают? Это действительно единственный вариант, от которого мы можем оттолкнуться. И именно так я рассматривал параллельные реальности в самом начале. Потому что параллельные мы обычно представляем себе параллели и меридианы, как нас учили в школе. Исходя из этого, мы думаем о параллельности и задаемся вопросом: так, ну и дела, если это такие реальности, то как получилось, что они должны иметь какое-то пересечение? И вы задаетесь вопросом, как мне сделать эту реальность, верно? Чтобы я мог видеть их все одновременно. Чтобы понять, где нахожусь я сам. То есть из того, что мы узнали с Ива в предыдущих сериях, если все здесь и сейчас, и нет ни прошлого, ни будущего, значит ли это, что существует только одна реальность? Она не одна и не одна. Их бесконечно много. Практически каждая реальность — это наш выбор. В любое время. Выбор и сосредоточенность, которые мы вкладываем в любую из этих реальностей, определяют то, что происходит с нами, что эта реальность собой представляет, что она собой представляет с точки зрения жизни, с точки зрения взаимодействия со всем. Ива, как мы можем практически осознать параллельные реальности? И вам привет! Привет! Самое простое практическое осознание любой реальности и знакомство с ней – это предположить, что, скажем, сны также реальны, как реальная жизнь. Где же здесь интересный момент? В принципе, мы говорили с вами о плазменной сфере, которая представляет собой индивидуальное расширение пространства-времени, или гиперсферу. Или, говоря иначе, гиперсферу. В этом растянутом пространстве времени мы имеем, скажем, с одной стороны развитие, с другой стороны память, оценка, логика и т.д. как частотные характеристики. То есть само растяжение пространства-времени оказывается частотной характеристикой. А поскольку в этой частотной характеристике есть облако вероятностей, которые мы можем выбирать, и они поддерживают наш выбор. Фактически все это облако вероятностей является виртуальным, ментальным, параллельной реальности. И пока мы не выберем какую-либо из них, она не будет казаться реальностью. То есть все, что находится в облаке вероятностей, само по себе является отдельным, возможной реальностью, которая может произойти с той же силой, с какой она существует сейчас. Верно? Именно. И вы очень хорошо сказали «возможная реальность». На практике это действительно вероятности, которые мы с помощью нашего фокуса можем определить, будут ли они существовать или не будут существовать в течение нашей жизни и останутся лишь вероятностными состояниями или реальностями. Что ж, в этом случае мы уже установили, нет ни прошлого, ни будущего. Все находится здесь и сейчас. Мы сами создаем свою реальность, делая выбор в этом здесь и сейчас. Что последует дальше? То, что следует дальше, это то, о чем мы уже говорили. Что мы можем сделать? Каждое изменение выбора, к чему оно приводит? К новому растяжению пространства-времени. И как мы уже поясняли в предыдущем выпуске, что мы делаем выбор 10-44 раза в секунду, это автоматически означает, что мы делаем кадры 10 и 44 раз. И каждый кадр может быть отдельной реальностью.
Не могли бы вы рассказать об этом подробнее? Потому что каждый наш выбор определяет участок индивидуального пространства-времени. Фокусируясь на этом выборе, мы делаем выбор. Растянутое пространство-время как конус начинает форматироваться, где происходит акт мышления или выбора, как мы его называем. Из суммы, если вспомнить этимологию этого слова, совокупности всех возможных вероятностей, которые находятся в точке всех потенциальных возможностей, где время течет с бесконечной скоростью, мы делаем один конкретный выбор, который автоматически начинает выстраивать одну картину за другой, чтобы помочь прошлому. Этот выбор и точно так же снова такие параллельные кадры или картины, которые, если бы я нарисовал их в перспективе, выглядели бы так. И каждый кадр является своего рода, соответствует тому выбору, который мы сделали в середине. Таким образом, получается иллюзия. Иллюзорную, и, возможно, опять же, мы должны ее завершить. Возможно, прошлое, и иллюзорное и вероятное будущее. И одно перетекает в другое. Это очень особенный момент. Что значит одно перетекает в другое? Потому что в гиперсфере мы говорим о растяжении пространства-времени. Растяжение пары фотонов, теперь я собираюсь нарисовать их как пару фотонов, таким же образом определяет частотную характеристику самого растянутого пространства-времени, но эти фотоны не сидят на одном месте, они вращаются вокруг центра и образуют всю гиперсферу. Они вращаются влево, вправо, вверх, и таким образом они действуют, охватывают абсолютно все реальности. Именно поэтому образуется так называемая сфера или гиперсфера. Однако в этой ситуации будущее может стать прошлым, а прошлое – будущим. Как же тогда это назвать, если все это действительно отдельные параллельные реальности? Переплетение параллельных реальностей. Само переплетение параллельных реальностей – это выбор, который мы делаем. И в этом выборе мы одновременно обнаруживаем два фрейма, которые пересекаются. Практически на основе нашего выбора мы связаны с любой другой нашей реальностью. И с каждым другим нашим отражением, если можно так выразиться. Да, и с каждым другим нашим отражением. В зависимости от силы, твердости выбора и того, что он формирует, вы можете увидеть, как ваш выбор в одной реальности определяет то, что происходит в каждой из других реальностей. Так бывает очень часто. Кажется, я это прожил. Кажется, я был в том времени. Вы испытываете ощущения, бываете, скажем, в тех местах, и это начинает напоминать вам о чем-то. Почему это происходит? Произошло что-то действительно очень сильное. Это могло быть 500 лет назад, с линейной точки зрения. Но это произошло здесь и сейчас. И в этом смысле чистота, которую вы испытали, вы ожили в то время, связана с вами. В момент здесь и сейчас. И в то же время это верно, когда, скажем, с нашей точки зрения сейчас, скажем, 10 лет назад, как люди говорят, тогда было совсем другое время. Так вот, что они имеют в виду? Ничего не было прежним. Именно так. Но вы пересматриваете линейность времени. Если мы хотим выбраться из этой линейности времени, куда нам нужно идти? Нам нужно вернуться к точке потенциала. А теперь представьте это снова в виде круга. Я рисую его снова, в котором существует бесконечно много реальностей, связанных с нашим выбором. Она становится похожей на паутину. Паутина, кто-то назвал ее ловушкой снов и т.д.
Когда мы находимся в этом центре, мы имеем контакт с абсолютно любой реальностью. Здесь я буду обозначать их как реальность 1, реальность 2, реальность 3 и т.д. И этих реальностей как диаметров. Потенциала бесконечно много. Какую реальность вы выберете, зависит от вас и только от вас. Однако в этот момент, когда мы находимся внутри самого потенциала, у нас есть способность, наш образ мышления, чтобы выбрать и исследовать, какая из них является реальностью. И если позволите, я добавлю. Наш фокус действительно определяет реальность, которую мы переживаем. Вы сосредотачиваетесь, и в этот момент происходит, я выбираю 3. Когда вы выбираете 3, это единственное, что существует для вас в этот момент. А все остальное исчезает, как будто его и не было. Потому что оно продолжает существовать, да, но вы накладываете ограничения, о котором мы говорили, весь потенциал для реализации конкретного выбора, целенаправленного выбора, который вы сделали. И вокруг этого выбора вы определяете окружение. И вся эта среда с вашим выбором – параллельная реальность. Таким образом, в этом случае мы чрезвычайно могущественны, поскольку можем использовать весь потенциал, который имеет бесконечно много параллельных реальностей. Нам нужно построить ограничение, конкретное исследование, чтобы погрузиться в него. Именно этим мы и занимаемся. И делаем это вполне осознанно. Это связано с выбором, который мы сделали, чтобы жить в данном ограничении. Исследовать это ограничение. Причем настолько, что мы верим, будто это и есть реальность. И мы именно такие. И даже если кто-то говорит нам: «Эй, а как же ваши прошлые жизни?» Ваша первая реакция: «Какие прошлые жизни? Я же сейчас». И т.д. Однако здесь возникает очень интересный вопрос. Как мы узнаем, какую реальность выбрать? Реальность, которую мы выбираем в тот момент, когда еще не выбрали ни одной реальности. То есть вы видите здесь, которую мы потенциально можем выбрать. Да, то есть мы в тот момент, когда у нас нет выбора, выбираем конкретную реальность. Но как мы узнаем, какую именно реальность мы выбрали? С точки зрения источника, который мы выбираем, с точки зрения потенциала или с точки зрения голограммы, зонтика, в котором мы сейчас находимся, я есть. То есть, если мы выбираем с точки зрения источника, у нас есть информация. У нас есть информация, потому что там все находится в состоянии покоя, а время течет с бесконечной скоростью. У нас есть вся информация обо всем, что есть. А с точки зрения голограммы, выбор уже сделан, потому что голограммы не будет, если выбор не будет сделан. И как только мы осознаем этот процесс, все начинает происходить гораздо проще. Именно так. И мы соединяем глобальное с локальным. Именно локальное, очень точно сказано. Есть еще один характерный момент. Пространство-время, растянутое нами, оказывается на самом деле информационным полем, в котором мы находимся. Эту гиперсферу мы можем исследовать ее. Исследовать так служить нам, что мы можем перемещаться в различные параллельные реальности, даже если мы выбрали в одну конкретную параллельную реальность и уже сформировали свое ограничение. Для тех, кому это кажется фантазией, спросите, как это происходит на практике. Чувствуем ли мы, что перешли в другую параллельную реальность? Тут же мы можем сделать упражнение для всех зрителей. Закройте глаза, расслабьтесь, посмотрите внутрь себя, увидите плазменную сферу. Она похожа на Солнце. Она плавает, она вращается. Она пульсирует, изгибается. Этот плазменный шар и есть ваша гиперсфера. Теперь вы можете расширить ее, сказав ей: расширяйся, ну или как вам угодно, даже внутренне. В
тот момент, когда сфера расширится, она станет 3 или 5 метров. Войдите в нее. Войдя, пожелайте в этот момент здесь и сейчас. Летать, перемещаться, телепортироваться. Допустим, на планету, расположенную рядом с Солнцем Сириус-Б. Теперь наблюдайте очень хорошо. Вы уже там, на планете. И наблюдайте. Сначала вытяните одну руку и посмотрите, как она меняется. Затем вторую. Вытяните одну ногу. А теперь выйдите из сферы. Посмотрите на себя. Как выглядят ваши руки и ноги? Есть ли в них изменения? Если вы заметили это изменение и оно вас шокирует, но в то же время возникает ощущение, что это вы, вернитесь в плазменный шар и вернитесь в здесь и сейчас, затем откройте глаза. По сути, наша плазменная сфера или гиперсфера обеспечивает индивидуальное и уникальное расширение времени и пространства. И если вы используете этот потенциал, который вы сами растягиваете время и пространство с помощью гиперсферы или плазменного шара, вы сможете наблюдать и быть где угодно, в любое время, в любом пространстве. Вы можете путешествовать во времени, бывать на разных планетах, ощущать разные частоты, переживания. Откуда берется шок у нашего зрителя? Он происходит от того, что он на мгновение забывает. Третий закон. Существование «все есть разум», «мир разумен». Мир, все параллельные реальности являются ментальными, то есть психическими. То есть они ментально достижимы. Они не только мысленно достижимы, мы мысленно растягиваем даже наше реальное пространство-время и делаем это так хорошо, что создаем иллюзию, что, видите ли, это и есть материя. То есть реальность — это мысль. Истинная сущность реальности — это действительно мысль. Просто вы так хорошо умеете фокусироваться, и это абсолютный дар, и так хорошо фокусируетесь, что ощущаете материальность в мышлении. Это еще раз доказывает, насколько сильна наша задумчивость и насколько мы сильны как потенциалы. И какими огромными мы можем быть, если выберем быть именно такими. В этом и состоит наша демонстрация. Можем ли мы пожелать себе вернуться в прошлое? Что такое время? Индивидуальное пространство, растянутое нами, время, в котором мы определяли, что должно быть. Следовательно, мы сами можем оказаться в том прошлом, в котором хотим оказаться. Например, мы хотим проверить, что именно произошло с братьями Кириллом и Мефодием в 865 года у ворот Константинополя. Мы делаем то же самое, закрываем глаза. Плазменную сферу, расширяем сферу, входим в нее и желаем увидеть, что именно делали братья Кирилл и Мефодий прямо сейчас в Константинополе или у его дверей. В этот момент мы увидим картинку. Когда мы выйдем из этой картины, мы даже сможем увидеть себя. Как мы участвуем в этом процессе, как мы выглядим, как выглядят наши руки, как выглядит наша одежда, как мы... Давайте посмотрим на себя с точки зрения Мы должны наблюдателя. выйти из рамок, в которые мы попадаем, имея одну и ту же сущность и внешнюю оболочку. Этого не может быть. Выбор изменен, поэтому... И вся реальность, включая нашу оболочку в виде зонтика. Да, выбранное нами ограничение отличается от того взгляда, который мы применяем в данный момент. Хорошо, но тогда я не могу противопоставить вам то, что происходит в нашем мире по труду. Есть тысячи людей, которые ходят к гадалкам, людям, которые предсказывают им будущее. Некоторые из них правдивы, некоторые берут у них деньги. К чему тогда вся эта идея, если каждый создает свою параллельную реальность? Если, например, я приду к человеку, который утверждает, что может предсказать мое будущее,
И в этот момент, допустим, у меня есть потребность, и я чувствую себя несчастным, я иду к нему, и он говорит мне: Эдди, что с тобой произойдет в ближайшие 2 месяца? Однако, если через неделю я решу, что сделал свой выбор, я меняю направление и становлюсь другим человеком, как говорится, и вернусь к прежнему человеку. Увидит ли он то же самое или увидит что-то другое? Он увидит другую вероятность. В чем здесь идея? Если мы... Это ограничение, где общий процент составляет сколько? 100%, то мы и есть это ограничение. Вы согласны? А теперь представьте, что это ограничение заполнено 100 шарами. Хорошо, 100 шаров, 100 шариков. Что значит сделать выбор? Значит ли это собирать их все, пока не останется один? Правильно. Чтобы стать ядром и соответствующим ему протонным полем, мы собираем, скажем, 97 шариков, концентрируем их в трип от общего информационного поля или от общей вероятности, которую мы уже ограничили. То есть из 100% круга в 3% ядро мы собираем 97 шаров. Я могу привести только пример, ведь это наша планета. У вас есть трипт суши, 97% воды. То есть трипст – это концентрация, 97 – это потенциал, который остается. И осталось 3 шара. Я нарисую их здесь. Эти 3 шара с вероятностью трип находятся в 97%. Пространство. То есть как будто мы можем найти их с большим трудом. Но то, что мы выбрали, находится здесь. То есть с сильной концентрацией и высоким гравитационным полем. Хорошо. А потом эти наблюдатели, так называемые феномены. Феномены, хорошо. Что они видят? Они видят это. Ваш выбор – высокая концентрация. Но если вы измените свой выбор и перейдете к другой концентрации, скажем, на этом элементе, элемент, скажем, 1, автоматически что вы сделали? Вы изменили выбор, вы изменили реальность, и вы меняете всю реальность. И теперь, когда это происходит, все понятно. Если в 97% случаев вы выбирали «я умру», а в 3% случаев «я живу». Если вы выберете случай «я живу», что произойдет со всеми остальными 99%? То есть они снова станут просто потенциальными, а «я живу» будет реализовано? Это будет конкретный выбор, при котором они начнут завершать облако вероятностей, которые теперь будут форматироваться и поддерживать ваш выбор «я живу». И в этом плане, если мы сосредоточимся таким образом, мы можем даже определить время, в течение которого будем существовать. Мы можем продлить период нашей жизни. Именно так поступали в древние времена цивилизации и люди, которые жили по 500 лет, 1000 лет. 1000 лет. И это даже отражено в Библии. Вы очень хорошо знаете историческую часть Библии, что там средняя продолжительность жизни составляет от 300 до 900 лет. Именно так. Именно так, потому что когда мы меняем выбор, то есть достигаем предела согласно науке называемого, также называемого пределом Грейзена-Зацепина-Кузьмина, этого ограниченного предела, мы пересекаем его и как будто переходим в другую параллельную реальность, другую жизнь. Но на самом деле мы остаемся прежними, продолжая свой собственный выбор, свое собственное развитие. То есть если мы продолжаем раскрываться даже в этой форме и в этой реальности, которую мы сейчас выбрали, мы принимаем частоты и задачи как от нисходящих, так и от восходящих и так далее. И так мы можем разворачиваться до бесконечности. То есть мы можем определить, и как долго в этом втором плаще мы продолжаем существовать. То есть различные техники, с помощью которых мы Мы используем, если позволите, параллельные реальности.
помогают нам на самом деле узнать больше информации о себе и улучшить наш текущий выбор в имя всего остального. Как и не стоит забывать об одной существенной вещи. Это совершенно верно, что и говорить, но не стоит забывать, что каждая пережитая параллельная реальность никогда не повторится. Поскольку теперь она становится известным исследованным знанием непознанного и мгновенно переходит в информационный потенциал. То есть, однажды пережив параллельную реальность, она уже никогда не повторится. Если мы решим вернуться в ту же реальность, это невозможно. Мы вернемся в очень близкую к настоящей реальность, но не в ту же самую. То есть то, что уже произошло, это параллельная реальность, никогда не может повториться таким же образом. Да, потому что это уже изученное знание. Это как штрих-код частот. Вопрос в том, является ли это неизученным знанием от нас самих или от окружающей среды, которая тоже его изучила. Тогда для нас самих оно будет либо исследованным, либо неисследованным. Итак, видите, вы переплетаете индивидуальное знание и индивидуальное пространство-время с общим знанием, общим информационным полем и растянутым пространством-временем. Или, другими словами, индивидуальная голографическая перспектива с перспективой источника. И здесь идея заключается в том, что каждый проявленный, он индивидуально расширяется с каждым выбором, его пространство-время. И он делает кадр за кадром, кадр за кадром, кадр за кадром 10 в 44 степени раз в секунду. И опыт вашего отражения элементов в вашей реальности не имеет ничего общего с вашим опытом, даже если вы делаете очень похожие вещи. То есть ваше заполнение частотного диапазона для опыта действительно крайне индивидуально. В самых простых терминах Ивамир для Ивамира и Ивамир Чока, то есть тот Ивамир, который видит Чока. И Ивамир Эмми, то есть Ивамир, который видит Эмми, не имеют ничего общего. Ивамир Эмми, Ивамир Чока и Ивамир Ивамира не имеют ничего общего. Это радикально разные личности. И в каждой параллельной реальности, у каждой отдельной личности, растянутой в пространстве времени, эта личность присутствует с разными характеристиками, с разными оттенками. Очень близкие друг к другу, но радикально отличающиеся друг от друга. По сравнению с мерцанием Алона и его взглядом, который... Значит ли это, что если мы научимся быть более конкретными и сосредоточенными в выборе в настоящий момент, мы сможем более осознанно работать с параллельными реальностями? Мы абсолютно точно сможем их создавать. Мы даже сможем создавать их и перемещаться в них, когда захотим. То есть это означает, что сосредоточившись, скажем, в одной параллельной реальности прошлого, мы сможем погрузиться в эту реальность, что мы забываем о другой реальности, которая была в будущем и из которой мы пришли. Однако таким же образом мы можем переместиться в будущее. Таким образом, когда одно перетекает в другое, мы можем переместиться в параллельную реальность из будущего. С точно такой же силой. С какой и с какой в данном случае. И если мы сосредоточимся на этой будущей реальности, мы начнем ее ощущать, забыв о том, что мы пришли из другого места. И это самый быстрый принцип изменений. Вы просто начинаете перестраиваться на частоты новой будущей реальности и практически уже переходите в нее. Это уже происходит. Итак, все, что нам показывают в наших фильмах, которые мы знаем, очень известные, такие как «Доктор Стрэндж», «Интерстеллар», «Генезис», который является сном внутри сна, и многие другие примеры, оказывается. Не научной фантастикой, а чем-то очень реальным. Замечательные документальные фильмы. То есть каждый, кто посмотрит, сможет взглянуть на эти вещи с другой стороны, чтобы понять, что именно хотели донести до нас в этом фильме. Кроме взгляда с другой точки зрения.
Идея заключается в том, чтобы предположить, что он сделает выводы, которые сделает с этой другой точки зрения как идею, которая приходит к нему извне. И когда он принимает эту идею, он действительно расширяет свои возможности и границы собственного видения, увеличивает свой диаметр и тем самым увеличивает свои собственные возможности. И если возможности параллельных реальностей бесконечны, то какую работу мы должны проделать по отношению к ним? Естественно, она увеличивается, поскольку π остается константой, а она равна периметру по диаметру, то есть работать над возможностью. А поскольку она бесконечна, мы, следовательно, ограничиваем себя, чтобы постепенно исследовать данные ограничения в бесконечности. Именно так, но это части головоломки. И поскольку мы можем исследовать каждый кусочек головоломки, и чем больше кусочков мы исследуем и изучаем по мере того, как мы их переживаем, тем более полное представление мы можем иметь. Думаю, мы остановимся на этом и поговорим о том. В данном случае о том, что конкретно представляют собой наши сны как параллельная реальность, что представляет собой регрессия, прогрессия, дежавю и все эти частичные проблески, или, как мы выяснили сегодня, параллельные реальности. Спасибо, что были с нами в эпизоде «Вместе за один». Задавайте свои вопросы, потому что у нас есть желание сделать целую серию, в которой мы будем общаться с вами и отвечать на как можно большее количество вопросов. При этом каждый будет представлять свою индивидуальную точку зрения. Спасибо вам за то, что были язвительными, и до следующего раза.